Приветствую вас, галактические путники. Сегодня речь пойдет про первый контакт человечества и ксинов, а также про расу квотов. Тем, кто досмотрит видео до конца, будет бонус. А теперь продолжим. Начнем с ксинов. Человечество впервые с ними столкнулось в 24 веке во время одного из полетов за пределами Солнечной системы. К этому моменту люди на Земле практически забыли о войнах, так как психология стала невероятно развитой, а вся промышленность, большая ее часть, на континентах Земли перешла на производство продовольствия. По всей планете ввели законы по контролю рождаемости. Люди на борту ожидали мирного контакта. Увы, ожидания не оправдались. Видя на подсказке выше, я упоминал, что из себя представляли ксины, но сейчас кратко по ним пробежимся. Они – воинственная раса, живущая войной. Их равный мир – ксин, те цари патриархата. Их самки полуразумны в результате одного эксперимента данной расы. В рассказе земного писателя-фантаста Ларри Нивана «Войны» мы узнаем через диалог ксинов, то уже не одна планета пала под их жестоким огнем. Также агрессоры обсуждали про поведение падших противников. Например, одна раса при наличии дезинтегратора предпочла убить себя вместо обороны своего мира. Ксины так и не поняли причины такого поступка, но предположили, что они так поступили из-за своей религии. Еще в том рассказе демонстрируется жестокость и иерархия данной расы. Примером послужило злое отношение капитана к членам экипажа, стоящим ниже раненым, согласно упоминаниям автора. Многие вернемся к нашей сегодняшней теме. Люди делали попытки связаться с новым соседом. Параллельно с этим несколько человек философствовали на тему войн человечества в истории. Тем временем ксины запустили тепловую пушку, начиная нагревание корпуса корабля, дабы убить всех людей на борту. Перед этим ксин-телепат из экипажа атакующих просмотрел мысли своих противников. Итог – неожиданность для ксинов, что на борту человеческого звездолета никакого оружия, а ножи использовались лишь по назначению. После этого капитан приказал выключить принимающее устройство для переговоров и запустить индукторы. Через некоторое время весь экипаж на корабле заперся в больничном отделении, так как оставшаяся часть корабля уже сильно нагрелась. Лишь отвага одного человека спасла остальных от гибели. Он использовал сопла от светового двигателя для уничтожения вражеского звездолета, но сам потерял сознание во время проведения операции. Мужчина очнулся в больничной палате. Несколько людей, собравшихся вокруг него, сообщили об успехе его действий. Они рассказали, что пока герой находился без сознания, другие члены экипажа обследовали останки корабля ксинов и нашли оружие, начиная от ядерных ракет и заканчивая индукторами. Люди находились в шоке от данных находок. Ведь на Земле уже более 2 веков даже мысли о них считались постыдными. Человечество сделало несколько выводов. Первый. В космосе есть расы, агрессивно настроены к людям. Второй. Людям придется вновь стать вооруженным видом, чтобы защитить себя. Третье. Те 300 лет теперь будут считаться золотым веком человечества, который канул в лету из-за случившегося. Четвертое. Наличие у иных разумных рас технологий для межзвездных перелетов еще не говорит об их возможном дружелюбии. Теперь поговорим о квотах. Эта раса была обнаружена в эпоху известного космоса кукольником Нессом и его группой резервантов за счет примитивных сигналов в диапазоне радиоволн на ледяном спутнике газового гиганта. В ходе дальнейшего изучения той Луны оказалось, что раса на ней представляет собой разумных морских звезд, которые веками планировали свое развитие. От выхода на поверхность, импровизированных скафандрах и шкур животных до постройки отдельных помещений для развития металлургии и других отраслей науки. В ходе изучения квотов оказалось, что все морское дно Луны усеяно проводами для планетарной связи. Также Несс и его экипаж обнаружили, что их цивилизация уже начала осваивать космос, на что указывали ее примитивные спутники и ракеты на химическом топливе. Самым удивительным оказалось то, что квоты прошли путь от каменного века до уровня развития человечества 21 века за 50 земных лет. Этому послужили 2 причины. Первое. Тщательное планирование перед выходом на поверхность ледяной Луны. Второе. Некоторые квоты способны становиться одним целым при помощи особых щупалец трубочек. Так они создавали свои биологические компьютеры,
на которых проводились необходимые симуляции, моделирование и расчеты для дальнейшего развития. Поняв, на что способна данная раса, весь экипаж корабля-исследователь пребывал в шоке. Ведь на подобный переход у многих разумных рас уходили тысячелетия. Разумным морским звездам на безатмосферной ледяной Луне это удалось за полземного века с предварительным точным планированием при помощи своего коллективного разума. А теперь хочу поблагодарить тех, кто досмотрел видео до этого момента. Недавно я начал свою историю по мотивам легендарной земной игры об эволюции. Будет приятно, если вы ее оцените. Также у меня есть свой телеграм-канал, Boosty и другие ресурсы, на которых также выкладываю свой контент. Будет приятно, если вы с ними ознакомитесь. Ссылки оставлю в своем комментарии. А на сегодня все. И если увидите перед собой говорящую морскую звезду, то у вас